Здравствуйте! Сегодня каждый человек и в Украине, и за ее пределами задает себе один и тот же, очень важный вопрос. Когда в Украине закончится война? Ответ на этот вопрос зачастую приобретает странное и даже антигосударственное и антиукраинское содержание. Почему? Кто и что ведет Украину в пропасть, в которой погибли и продолжают погибать ее защитники и мирные граждане? Кто и что привело Украину к сегодняшнему ее состоянию? Состояние, когда значительная часть ее территории оккупирована врагом. Война когда-нибудь закончится, это точно. Но что будет после войны? Каким будет мир? Ответ на эти вопросы достаточно однозначен. Война закончится тогда, когда Украина вернет под свой контроль свои территории, оккупированные Россией, территории, определенные границами 1991 года. Но в Украине есть те, кто границы Украины определяет иначе, чем это признано системой международных отношений. Это люди, принадлежащие к политической партии «Свобода», называющие себя патриотами, бандеровцами и националистами. Это, например, известная скандалистка Ирина Дмитриевна Фарион и те, кто ее поддерживает и разделяет с ней ее идеологические нарративы. Неужели Фарион и ее соратники против того, чтобы Украина вернула под свой контроль оккупированные территории? Да вроде бы, как будто бы и нет. Но ее нарративы, вдалбливаемые в головы граждан Украины, меняют их внутреннее отношение к территории Украины и их понимание того, где же на самом деле проходят границы Украины. Неужели Фарион и ее соратники против того, чтобы вернуть Украине оккупированные территории? Вроде бы и нет, но ее слова Фарион, свидетельствуют о том, что на текущий момент она считает, что задача возврата оккупированных территорий имеет меньший приоритет по отношению к задаче украинизации. Из слов Фарион можно сделать вывод, что для нее сейчас задача вытеснения Путина с территории Украины вообще не стоит. Именно такая позиция Фарион и ее единомышленников является антигосударственной и антиукраїнською. Слідування по всій країні, тоді ми реально здолаємо Путіна. Бо навіть не штука відтіснити його з окупованих територій тепер. Штука змінити спосіб мислення людей і щоб врешті-решт в Україні зникло взагалі з лиця землі поняття російськомовного українця. Почему позиция Фарион является антигосударственной, антиукраинской и нацеленной на согласие с российской оккупацией территории Украины? В чем состоит эта позиция? Позиция эта имеет вид идеологического штампа, что будто бы мова – это граница Украины. Этот идеологический штамп мы не раз слышали из уст как самой Фарион, так и из уст ее единомышленников. Этим штампом Фарион и ее единомышленники пытаются изменить внутреннее отношение украинцев к границам своей державы. Общеизвестно, что Украина – это унитарная, но не унinaциональная держава. Но Фарион упорно пытается денонсировать полинациональность и многоязычность Украины. Это ее упорство выражается в утверждении, что якобы мова – это граница державы. Реализация этого утверждения, внедряемого годами в головы украинских граждан,
привела к тому, что сегодня россияне оккупировали ту часть территории, где украинский язык не является родным для большинства населения Украины. И только ценой огромных потерь гражданам Украины удалось и удается удерживать под своим контролем оставшиеся территории Украины, где украинский язык не является для них родным. Да что же это такое? Мова – это граница. Мова – это не граница. Утверждение, что мова – это граница – это ложь. Но именно эту ложь пропагандирует Фарион. Именно эта ложь Фарион оставляет российским оккупантам надежду на то, что граждане части территории Украины захотят признать российскую оккупацию. Но украинское сопротивление российским оккупантам говорит об обратном. Мова – это мова, а граница – это граница. И в такой парадигме именно русскоговорящие граждане Украины являются реальными патриотами Украины, а не те мовные омбудсмены, которые пытаются провести ментальную ревизию границ Украины и установить эти границы не там, где в 1991 году их установил народ Украины, а на основании мовы. В этом русле можно смело утверждать, что не украиноговорящие граждане Украины являются ее наибольшими патриотами, а именно русскоговорящие. Поскольку именно русскоговорящие граждане Украины сражаются против русскоговорящих российских оккупантов. Поэтому наибольшими патриотами Украины являются именно русскоговорящие граждане Украины. Я глубоко уверен в том, что и Фарион, и ее единомышленники не стали бы воевать против России, если бы эта Россия была украиноговорящей. Если бы украиноговорящая Россия напала бы на Украину, то Фарион и ее единомышленники встречали бы российских оккупантов с цветами и считали бы их освободителями. А теперь что говорит закон? В этой сфере есть два закона. Закон Украины о гражданстве и закон Украины о национальных меньшинствах, сообществах. Что касается закона о гражданстве, то здесь проще. В соответствии со статьей 3 этого закона гражданами Украины являются лица, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков. Что же касательно закона о национальных меньшинствах, сообществах, то в соответствии со статьей 6 этого закона каждый гражданин Украины имеет право свободно решать, считаться ли принадлежащим национальному меньшинству, сообществу или нескольким национальным меньшинствам, сообществам, и такое решение или осуществление прав в связи с этим не должно наносить вред такому лицу. Никто не может быть принужден декларировать свой статус лица, принадлежащего к национальному меньшинству, сообществу. В случае, если у человека есть потребность в пользовании правами, которые гарантируются лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, сообществам, достаточным является выражение желания пользоваться такими правами. Это значит, что любой гражданин Украины, независимо от своей принадлежности или непринадлежности к какому-либо национальному меньшинству или национальному сообществу,
В случае потребности пользоваться правами, гарантированными лицам, принадлежащим к этим меньшинствам или сообществам, может просто выразить свое желание пользоваться такими правами. И, пожалуйста, пользуйтесь. Например, у этнического болгарина или этнического украинца с украинским гражданством есть потребность пользоваться правами, гарантированными лицам, принадлежащим к русскому национальному меньшинству сообществу. В этом случае этнический болгарин или этнический украинец имеет право, не декларируя свою принадлежность к какому-либо национальному меньшинству или сообществу, заявить о своем желании пользоваться правами, гарантированными лицам, принадлежащим к русскому национальному меньшинству. То есть право на образование или право проведения массовых мероприятий, гарантированные в Украине русскому национальному сообществу, могут быть беспрепятственно использованы как этническим болгарином, так и этническим украинцем. Причем в таком случае человек не обязан декларировать свой статус о принадлежности к какому-либо национальному меньшинству или сообществу. Дальше. Принуждение гражданина Украины в какой-либо форме к признанию своей принадлежности, отказу или изменению своей принадлежности к национальному меньшинству или сообществу запрещается. А что заявляет Фарион? Стереть с лица земли русскоговорящих украинцев. Что говорит Стефанчук? На данный момент в Украине никаких российских национальных меньшинств нет и быть не может. Тому жодних російських національних меншин в Україні на даний момент немає і не може бути. Как квалифицировать такие заявления Стефанчука и Фарион? Их можно квалифицировать как призывы к геноциду и дискриминации прав граждан Украины, желающих пользоваться правами русского национального меньшинства. И еще. Статья 3 Декларации прав национальностей Украины, на которой базируется закон Украины о национальных меньшинствах, устанавливает, что украинское государство гарантирует всем народам и национальным группам право свободного пользования родными языками во всех областях общественной жизни, включая образование, производство, получение и распространение информации. Украинское государство обеспечивает право своим гражданам свободного пользования русским языком. А что нам втирают Фарион и Стефанчук? Стереть с лица земли русскоговорящих украинцев. На данный момент в Украине никаких российских национальных меньшинств нет и не может быть. Первое призывает к геноциду, а второй просто врет. Поэтому я призываю органы охраны правопорядка Украины привлечь Фарион к юридической ответственности, а Верховную Раду Украины рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании Стефанчука на посту ее спикера. Вот так вот, друзья. До новых встреч.